Добрый день. Приобрел новый тихий корпус Be Quiet Silent Base 801 в интернет-магазине Online Trade. Достал корпус из коробки. Сверху находятся ножки. Инструкция по эксплуатации. И сам корпус в полиэтиленовом мешочке. Данная модель просторная, в ней можно построить высокопроизводительные тихие системы. Одна из боковых стенок корпуса выполнена из закаленного стекла. На задней стенке корпуса предусмотрены две кнопки для быстрого снятия боковых панелей. Нажимаем и снимаем. Также со второй. Нажали. Сняли. Блок питания крепится к корпусу при помощи рамки и притягивается 4 винтами. Вот так. То есть к этой рамке крепится блок питания, и вся конструкция вставляется, то есть прикрепляется сзади при помощи винтов. Производитель предусмотрел кронштейн, выдвижной кронштейн, к которому можно прикрепить трехвентиляторный радиатор для системы водяного охлаждения. На боковой стенке корпуса находится звукопоглощающий материал толщиной 10 мм. Этот материал служит для гашения вибраций и различных шумов. Также звукопоглощающий материал находится. Кронштейн можно, кстати, полностью убрать. Звукопоглощающий материал находится еще и на верхней крышке корпуса. Снизу корпуса расположен большой пылевик, пылевой фильтр, который защищает корпус от пыли. Снизу можно установить еще два больших вентилятора 140-х на вдув. На задней стенке корпуса, так, сейчас минуточку, на задней стенке корпуса расположен большой 140-мм вентилятор фирменный. Также еще два вентилятора этой марки расположены и на передней панели корпуса. Причем стоит отметить, что на переднюю панель корпуса можно установить 420-мм радиатор системы водяного охлаждения. Блок питания заключен вот в такой кожух. Фокус пропадает. В такой кожух. Имеется кабель менеджмент, а также 5 заглушек для корзин жестких дисков.
В данный корпус можно поставить очень большие материнские платы. То есть ограничений на установку материнских плат никаких нет. Сзади мы видим, что можно расположить 3 двухслотовые видеокарты вот здесь, или расположить одну видеокарту совсем другим образом, не так как не горизонтально, а вертикально. Ну вот, почти разобрали весь корпус. Сверху на корпусе располагается переключатель режимов работы вентилятора. Причем имеется вот, первый режим это 5 вольт, второй режим на вентилятор подается 7,5 вольт, и третий режим это максимальные обороты, там 12 вольт подается на вентилятор. Можно поставить на авто. Авто подразумевает то, что вентилятор будет управляться от материнской платы при помощи PWM. Рядом расположен, причем сейчас покажу контроллер. Данный контроллер, который управляет вентиляторами, вот 3 режима работы, вот выглядит так. Можно подключить еще 3 вентилятора. Имеет разъем, который подключается к материнской плате, 4-пиновый разъем. Это в том режиме, когда установлен режим авто. Как можно видеть, все провода аккуратно скручены между собой. Ничто нигде не болтается, не мешается. Вернемся к верхней панели. Сверху мы также видим разъем USB. Это причем обычный разъем USB 2.0. Дальше можно подключить микрофон, разъем для наушников, кнопка включения компьютера. Здесь у нас индикатор, то есть кнопка перезагрузки, вернее, а рядом находится индикатор работы жестких дисков. И рядом находятся 2 порта USB 3.0. Сверху предусмотрены вентиляционные отверстия для еще большего вывода теплого воздуха. Передняя крышка тоже съемная. Она обклеена с обратной стороны звукопоглощающим материалом такой же толщины 10 мм. Выполнена довольно качественно. Внизу находится надпись Be Quiet, заклеена пленочкой. Спереди вентилятор защищает тоже пылевой фильтр. Защищает от попадания пыли в корпус. Как я уже говорил, на передней панели установлено 2 140 мм вентилятора. Вот так все выглядит. Воздух при закрытой передней крышке попадает через боковые пластмассовые воздухозаборники с декоративной сеточкой. Проникает через вот эти щели потом. То есть создается лабиринт. Этот лабиринт служит для того, чтобы уменьшить шум. Немцы учли все мелочи. Неиспользуемые отсеки жестких дисков
Ну, то есть туда, куда будут устанавливаться корзины для жестких дисков, закрыты декоративными накладками. С обратной стороны можно установить 3 SSD диска. Раз, два, и тут третий. Чтобы можно было их легко устанавливать, откручиваем винтик. Вот. И снимаем панельку. Вот. И можно прикручивать сюда жесткие диски SSD. Также по образу подобия и снизу реализована система такая же. Здесь все болтовые винтовые соединения реализованы при помощи прокладок, снижающих вибрации. В корпусе также находилась еще такая коробочка со всеми необходимыми комплектующими. В ней находится 3 корзины под обычные жесткие диски. Раз, два. Вот еще одна корзинка. Дальше идет пакетик с фирменными стяжками. Вот так они выглядят на липучках. Также набор крепежных элементов. Вот так. В целом, покупкой я очень доволен. Очень добротный корпус из толстого металла, который очень хорошо покрашен, но на корпусе остаются следы от пальцев. Приятная комплектация, очень много всего положили. В целом, это корпус, в котором действительно можно построить очень производительные и тихие системы. Он очень огромный. Места в нем очень много. Спасибо магазину Online Trade. Всем рекомендую. Спасибо за просмотр. До свидания.